Всем добрый день! В этом видео хочу вернуться к теме замков для входных дверей от компании ГУ серии Automatic и представить вашему вниманию нашу разработку для дистанционного управления и интеграции таких замков в систему умного дома. Вся информация для повторения такой платы управления будет дана в этом видео в описании под ним. Замки серии Automatic по достоинству оценены нашими клиентами благодаря широкому ассортименту типоразмеров, запорных элементов, и фирмы, производящие двери, могут удовлетворить любые требования клиентов, которые к ним предъявляются по функционалу этих дверей. Все эти замки объединяют одно свойство. При закрытии двери ригеля запорные автоматически выскакивают глубже в ответные части, и обратно они уже все, их задвинуть невозможно, они встают на защелку. А их можно открыть только тремя способами: либо ключом, поворотом ключа, либо нажимом ручки, либо электродистанционно. При установке дополнительного сервопривода, место под которое предусмотрено у любого замка из этой серии. Вот как выглядит такой сервопривод и что он из себя представляет. Это обычный мотор, связанный трехжильным кабелем с системой питания и управления. По таким замкам есть отдельные видео от наших коллег, которые более подробно описывают функционал этих замков. Здесь я на нем останавливаться не буду. Единственное, хотел рассказать по электроуправлению этого замка. То есть вот в такой конфигурации с уже установленным сюда сервоприводом, он крепится на двух винтах, и тут специально есть упорный элемент, который двигает планку замка. Он уже в принципе функционален. Его уже можно вот в таком виде использовать в двери. То есть вот здесь есть три провода, их можно провести от замка через переход рама-створка гибкий, перекинуть кабель, подать сюда от 12 до 24 вольт на два провода, и одним из проводов замыканием на положительный провод плюс 24 вольта он будет открываться. То есть в принципе это минимальная конфигурация, при которой он уже будет работать. Но производитель дал возможность не думать клиенту, потому что вот здесь нужно сейчас ему искать какой-то блок питания, подключать к домофону, пытаться запитать это все, стабилизировать напряжение. Это все можно сделать, но это требует определенных усилий от клиента, который заказывает уже готовую дверь. Поэтому производитель дал возможность устанавливать вместе стыковки на стороне петель, где стыкуется рама и створка во время закрывания двери, вот такой контактный переход, который вот что из себя представляет. Здесь три контакта, он подключается разъемом 220 вольт сразу, то есть не надо думать о питании, дополнительных каких-то источниках питания и так далее. Вот эта часть на створке находится, эта часть на раме. При закрывании двери контакты смыкаются, и соответственно информация и питание передается в створку на замок. Вот он сюда подключается, этот замок, тремя вот этими же самыми проводами. В этом случае уже им можно управлять как готовое решение. Есть таких переходников вот контактных, есть таких два вида. Более простая версия с двумя вот этими контактами, которая позволяет только открыть замок, ну, для прохода разово, и запитать его соответственно питанием, как источник питания. А и вот этот Security Connect 200R, это рамная часть, это створочная часть F. Это уже более продвинутая версия. Она позволяет
сюда еще подключить дополнительно сканер отпечатка пальцев. Либо управлять этим замком не только для одноразового открывания и прохода, но переводить его в состояние постоянно открыто, и потом выводить из этого состояния. То есть как это все в итоге работает. Вот он у нас сейчас подключен, сомкнем, закроем дверь фактически, рама, створка сомкнулись, переходит сюда вот напряжение на створку, на замок. Мы подаем одноразовый импульс питания на открытие двери. То есть где-то нажали на кнопку, либо на домофоне поднесли чип управления. Вот замок наш открылся. Дверь открылась, человек прошел, замок перешел в исходное положение. То есть он опять у нас готов к закрыванию двери. Вот в таком случае сейчас дверь закрылась, ригеля вышли, дверь закрыта. Опять мы его переводим, контакты сомкнулись, опять нам надо открыть дверь. Теперь мы его переводим в режим постоянно открытой двери. Все. Вот сейчас он в таком положении у нас будет находиться так долго, пока мы его не выведем из этого положения. То есть сейчас дверь полностью у нас открыта для прохода. И при закрывании двери замок не будет защелкиваться. То есть фактически сейчас свободный проход. Для чего это нужно? Например, есть мини-отель, у которого есть входная дверь. Днем там должно быть дверь постоянно открыта для прохода клиентов, а ночью нужно организовать контроль доступа, чтобы могли в отель попасть только те, кто зарезервировал в нем номера. Либо эта дверь в частном доме, выход на задний двор, к примеру, днем через нее проходит свободно, ночью она закрыта для прохода. Либо эта дверь в офисе. Надо организовать презентацию, то есть в нормальном режиме работы вход в офис проходит под контролем доступа, но в период презентации нужно, чтобы проходили любые люди, был беспрепятственный проход. Когда у нас закончился период свободного доступа, нужно подать команду на сервопривод, чтобы вывести замок из этого ситуации, из этого положения, и он опять пришел в свое рабочее состояние. Для этого мы замыкаем другие два контакта. И замок у нас опять готов к закрытию двери. Дверь закрылась, ригеля вышли, замок закрылся. Дверь надежно и качественно закрыта. То есть это не электрозащелка, которая просто от честных людей, скажем так. Это полноценная закрытая дверь, полноценный взломозащитный замок. Так вот, управлять вот этими тремя режимами работы, скажем так, было бы неплохо. Вот клиенты сейчас просят сделать вот такие двери им, и они бы хотели интегрировать вот этот замок, вот эту систему в умный дом, в систему умного дома. Это, конечно, все хорошо. То есть производитель также предусмотрел вот такую вот еще плату релейную. Вот здесь 4 реле находятся. Вот здесь эти же контакты, которые мы здесь замыкаем. Сюда информация приходит от замка, от двери, то есть от рамной части, по двум проводам интерфейса RS485. Ну, фактически, то есть управлять этим замком можно как по 4 проводам, вот по которым я сейчас замыкал. Один из них сигнальный, а другие контакты при замыкании на этот сигнальный комовский провод, они переводят замок в одно из вот тех 3 положений, дают одну из тех 3 команд, которые я вам показал. Либо можно связать управление вот этого модуля, находящегося в двери, с вот таким модулем релейным, тоже релейным, то есть который будет находиться где-то далеко в доме, рядом с системой управления.
Сюда связь приходит под только 2 проводам, то есть уже не надо 4 провода тянуть, а только 2 для интерфейса RS485. А питание подать на месте. Ну, это все, конечно, хорошо, но вот эти релейные вывода все равно требуют замыкания какого-то платы сопряжения с контроллером умного дома, с компьютером фактически. Чтобы вот этот нюанс избежать и подключать вот эту дверь напрямую, без проводов, потому что провода это дополнительная заложенная в последующем проблема, потому что они могут быть перебиты в процессе ремонта, пока дверь вот установлена, они могут быть просто выведены из строя где-то, в конструкциях они вмонтированы и идут по дому. Это может быть проблемой на будущее. И второе, что нужно делать какую-то плату сопряжения, которая бы переводила вот эти релейные сигналы в цифровой вид и передавала бы это в компьютер. Чтобы вот такой проблемы избежать, во-первых, уйти от проводов, во-вторых, сразу переводить в цифровой вид, вот это все, нами разработана вот такая плата. Это плата контроллера Wi-Fi, здесь на борту находится вот антенна, можно подключить внешнюю антенну. Здесь есть 3 небольших реле оптических, которые не требуют большого места. То есть задача была ее максимально в габаритах уменьшить и как можно проще подключать ее. Здесь небольшой блок питания, который 24 вольта, который выдает этот контактный разъем, перевести в напряжение, подходящее для запитки вот этого контроллера ESP32. Казалось бы, зачем было разрабатывать такую плату? Есть много готовых Wi-Fi реле на рынке, и ими можно воспользоваться было бы, да? Но проблема в том, что эти Wi-Fi реле, они в основном, и большей своей части, не то что в основном, практически все, используют свои серверы для связи. То есть они все заточены под какие-то свои удаленные серверы, находящиеся в интернете, и которые к нам не имеют отношения. То есть интернет пропал, и у нас нет уже внутридомовой какое-то управления этой дверью. Эту же плату можно напрямую подключать по локальной сети, без всякого интернета, то есть интернет не нужен, так как сервер умного дома стоит у нас внутри, в локальной сети, то эта плата будет работать без интернета. Мы можем эту плату, как нам удобно, настраивать, как нам удобно ее прошивать, причем прошивать можно дистанционно, сюда заливать другие программы, другие прошивки, какие нам необходимы. Делать это все очень просто. Вот эта плата была заказана в Китае на заводе GLC PCB. Вот так она выглядела, когда пришла ко мне. То есть я нарисовал проект, развел здесь компоненты, подобрал их, отправил эти чертежи в Китай. На завод, это все делается онлайн, есть специальный сервис для этого, сервис и сервер. То есть вот в таком виде приходит готовая плата. Как видите, она еще не совсем такая, как здесь, но все компоненты маленькие, SMD компоненты, уже установлены. Монтаж производят они только на одной стороне. После этого здесь нужно самостоятельно добавить вот эти 3 оптореле твердотельные, установить вот такой вот небольшой преобразователь напряжения с 24 до 5 вольт. Вот он здесь установлен. Это все делается элементарно. То есть человек, который может припаять 2 провода между собой, вот это все сделать может. Сложно, конечно, вот это все напаять сюда, разместить, потому что компоненты очень маленькие. Поэтому вот
было принято такое решение заказывать у них. После того, как плата к нам пришла в таком виде, уже вот сейчас мы можем ее подключать вот через эти контакты. Вот с использованием такой прищепки с контактами. Это тоже в Китае было заказано. Через TTL-преобразователь в USB в компьютер залить туда первоначальную прошивку. То есть программу управления. Дальше эту прошивку можно обновлять уже по Wi-Fi, не используя провода. Вот. Крепление сюда было разработано таким образом, чтобы оно занимало как можно меньше места. То есть вот оно вот сюда, вот в эти же разъемы закрепляется плата и устанавливается может быть установлено прямо в дверь. Теперь продемонстрирую, как эта плата работает. Принцип ее связи с сервером умного дома по протоколу MQTT. Это очень распространенный протокол, все Wi-Fi реле по такому протоколу работают, и многие устройства работают. Это промышленный протокол, он находится в свободном доступе, его можно свободно использовать. То есть, вот как это все работает. Есть программы уже на различных платформах, или для Android, или для Apple, которые позволяют взаимодействовать с устройствами, поддерживающими вот такой протокол MQTT. Одна из таких программ это программа клиент. То есть где-то есть сервер, конкретно этот сервер должен находиться внутри дома. Все сервера умного дома, программы оборудованы таким MQTT сервером, уже он в них встроен. И вот именно взаимодействие со всеми устройствами, которыми этот умный дом управляет, происходит по этому протоколу. Есть еще один протокол ZigBee, но мы его сейчас не рассматриваем, это немножко другое. Вот, допустим, вот сейчас у нас эта дверь подключена к серверу умного дома. Мы заходим на консоль этого сервера. Ну, сейчас, конечно, у меня этого всего нет, это все не настроено здесь. Я просто захожу на сервер MQTT для того, чтобы показать, как это все работает. То есть вот у нас появилась админка вот этого, ну даже это не админка, а просто окно управления вот этим реле. Сейчас оно у нас находится в сети, то есть оно подключено. И здесь есть три кнопки вот этих, они управляют вот этими тремя реле. И еще две кнопки вот этих, это типа псевдореле, ну скажем так, это индикация работы. То есть одна из них Permanent Open показывает, в каком режиме сейчас находится у нас дверь, то есть в закрытом или в открытом. Как это работает? Значит, вот мы соединяем, закрытая у нас дверь, питание подается на наш сервопривод, мы нажимаем кнопочку Enter, то есть зайти. И вот наш замок открылся. Мы прошли, опять замок пришел в рабочее свое положение, все точно так же, как мы делали при замыкании вручную. Теперь мы хотим вывести нашу дверь в положение полностью открыто. Все, у нас дверь сейчас открыта, стоит в открытом состоянии. Индикация на самом блоке связи по Wi-Fi. И также вот здесь есть индикация, которая нам показывает отдельный топик. Это вот каждая эта кнопка это топик, ну скажем так, информационное сообщение. Вот оно показывает, что у нас дверь сейчас в постоянно открытом состоянии, чтобы мы это знали, находясь где-то. Ну, то есть он нам дает об этом информацию. Теперь мы хотим закрыть дверь, допустим, да? Мы дверь закрыли, все, не так как она у нас открыта, дверь,
вот контакты разомкнуты, информация сюда не передалась. Как только мы дверь закроем, наш замок перейдет опять в боеготовое, скажем так, состояние постоянно закрывать дверь. Вот вкратце, что нам дает эта плата. Тут есть еще нюансы по безопасности. То есть это, так как это все идет по Wi-Fi, это все открыто, чтобы никто не мог войти по Wi-Fi на саму плату и оперировать, скажем так, нелегально, незаконно с вашей дверью, доступ к этой плате сейчас ограничен. То есть по Wi-Fi. Мы можем только зайти на ее страницу вот по этому IP-адресу. Этот IP-адрес опять только мы знаем, потому что мы авторизировались на этом сервере умного дома. Там пароль нужен, клиент, ну там все как обычно. Мы можем зайти, обновить прошивку, сделать какие-то свои настройки и так далее. Для того, чтобы мы могли это делать, мы должны дать вот с помощью вот этого топика, скажем так, еще одного виртуального реле, дать команду сюда, чтобы нам веб-интерфейс вот этого реле открылся для произведения с ним каких-то операций. Это все я покажу на экране монитора. Сейчас просто я об этом рассказываю, как оно выглядит вот в этом виде. Отдельно хочу сказать, что вот эта программа, которая сюда залита, это не моя разработка. Я взял ее в открытом доступе у пользователя Алекс Морозов. Спасибо ему, что он делится своим опытом как программист, что он дал возможность всем использовать его наработки. Я ее немножко модифицировал и залил сюда. Это очень хороший скетч. Вы его можете взять, вы его можете дорабатывать, смотреть, менять и применять даже в абсолютно других реле. Ссылку я дам в описании на него, на оригинальный ролик тоже дам ссылку в описании. Также разобраться с MQTT, вот этой всей конфигурацией, вы можете, почитав очень хороший цикл статей по умному дому, по MQTT, тоже ссылку на автора, который очень все подробно расписывает про вот эти топики MQTT и так далее, оставлю вам в описании. Теперь посмотрим, что произойдет, если вдруг у нас пропадет питание. То есть я просто выдерну 220 вольт отсюда. Сейчас на сервере задан определенный тайм-аут, когда реле находится без связи, как бы вот. То есть оно вот сейчас отключено. И вот эта индикация должна нам показать, что реле, вот она перечеркнула связь и показывает, что теперь у нас связи с этим реле нет. Соответственно, управление наше вот так вот будет выглядеть. То есть он пытается связаться, но информация не проходит, так как реле не находится на связи. Включим реле. Опять питание появилось. Оп, это сразу все видно. У нас вот прошел сигнал. И опять же мы можем дверь, оп, в положение открыто. Дверь закрылась. Наш замок должен сейчас отработать. Вот замок открылся. Закроем дверь. Замок закрылся. Краткосрочно. Вот как выглядит веб-интерфейс при входе по IP-адресу, как я вам уже говорил ранее. То есть здесь все кнопки сейчас заблокированы, органы управления, переключатели. Вот мы переключили наш доступ, обновили страничку, и все кнопки стали доступны. То есть мы можем теперь что сделать? Настроить Wi-Fi, то есть дать пароль, выбрать сеть,
и ввести пароль Wi-Fi, сохранить это. Наше устройство это запомнит. Потом мы можем настроить доступ к MQTT серверу для управления. Также ввести имя, логин, пароль, доступ к серверу. Теперь настроить, вот здесь можем наши внутренние уже настройки, идут реле, на каких пинах они подключены, сколько времени давать им задержки. Это логирование, то есть здесь мы можем почитать лог, что происходит на устройстве, какие события там происходили для информации. Вот, например, одно из реле включилось. Это я дистанционно сейчас нажал на кнопку. Вот эта кнопка, да, была включена. Дальше мы можем зайти и на страничку обновления дистанционного по Wi-Fi. То есть, чтобы, если вдруг в скетче, в программе, которая залита в микроконтроллер, надо внести какие-то изменения, то вот с помощью вот этих, вот сейчас мы заходим на нашем компьютере, они хранятся, файл управления, и заливаем его сюда. То есть обновляем прошивку нашего устройства, если по-простому говоря, без всяких премудростей. Также в этом устройстве предусмотрено хранение небольших файлов. Если вдруг вам что-то надо будет сохранить, какие-то настройки, описания или еще что-то, то можно будет сюда это залить и потом прочесть. То есть такое закрытое хранилище, скажем так, для небольших каких-то файлов. Теперь, если мы также можно время вот настроить, ну это, так сказать, для того, чтобы потом задавать расписание работы. Вот в этой вкладке мы можем до 10 событий здесь сохранить однократно и так далее. Там много возможностей. Разработчик скетча, разработчик этой прошивки достаточно грамотно все это предусмотрел. Выключаем доступ, либо он бы выключился сам по расписанию, если обратили внимание, там был счетчик секунд, оставшийся до того, как он сам отключится. Обновилась страница, и все у нас закрылись органы управления, все переключатели, то есть уже никто ничего не сможет вам внести. Включить доступ, как я уже говорил ранее, можно только через MQTT. Вот это сейчас идет управление. Это я его вот опять включил, обновил страницу, вот он включился. Вот это вкратце, о чем я хотел сказать. Здесь говорить можно очень много о нюансах программирования, о тонкостях, настройки и так далее. Если это кому-то будет интересно, пожалуйста, отвечу на ваши вопросы. Всем спасибо за внимание. До свидания, до новых роликов.